Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня в самый замечательный женский красивый праздник хочу порадовать, показать ажурную кокетку, круглую, как мы с вами любим, круглая ажурная кокетка по схеме. Схема тоже есть, мы ее разберем. Хочу поздравить всех с нашим женским красивым праздником, пожелать огромной любви, интересных идей. Одну из этих идей я вам предлагаю: здоровье, побольше вдохновения. Уделяйте время себе, любите себя и близких. Не забывайте их радовать красивыми вязаными вещами. А я буду подбрасывать разные идеи для этого. Всех с 8 марта! Предлагаю посмотреть вот такую красивую ажурную кокеточку, которую я приготовила для вас по просьбе одной из моих подписчиц, которая мне давно писала в Одноклассниках. Я решила связать такую красоту для всех и для нее в том числе. Смотрим видео. Попросили меня разобрать вот такой узорчик. Это схема круглой кокетки интересного вязания, не сложного совсем. И в преддверии праздников наших, на улице март, предлагаю связать. Начинать все-таки с колечек. 1, 2, 3, 4. Почему? Потому что в колечках очень удобно рассчитывать раппорт узора и не запутаться. Потому что это легче, чем считать воздушные петли. Провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. И в первую петлю столбик с одним накидом. Таких колечек должно быть 4 для узора. 1, 2, 3, 4. 4 колечка — это раппорт узора. Мы набираем колечки по 1, 2, 3, 4 вырезу горловины. То есть какую горловину вы хотите, большую или маленькую, соответственно, набираем 4 колечка столько раз, сколько необходимо по горловине, которую можно измерить по любой вашей кофточке. Как только мы набрали, я набрала то количество, которое мне необходимо, присоединила, и мы начинаем вязание по схеме. Единственное, я делаю разворот, чтобы вот воздушные петельки у нас остались внутри. Это же у нас горловина. Горловина должна быть красивая. И начинаем вязание таким образом. Смотрите. В одно колечко мы набираем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. 5 столбиков с одним накидом. В одно колечко. Мы переходим в него, там где у нас столбик. Эту ниточку берем и вяжем 3 воздушные петли. Это столбик у нас. 1. Так, 1, 2, 3, 4 и 5. 5 провязали. Следующее колечко присоединяем вот так вот столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, давайте пока сделаем 4 в первом ряду, потом увеличим в колечко. 1, 2, 3, 4 в колечко. Смотрим схему. Провязали 5, соединили. 1, 2. Весь узор повторяется. Можно посмотреть на более крупной схеме. Просто потом столбики добавляются. Соединили. 1, 2. И опять, смотрите, мы в следующее колечко вяжем 5 столбиков. То есть вот такая наша задача. 5 столбиков провязали. 2 арочки. 1, 2, 3. Внизу 4 колечка. Вот 4 колечка, раппорт узора. Мы начинаем все заново. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Следующее колечко столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Следующее колечко столбик без накида.
1, 2, 3, 4. Вот. Вязание оно будет все время повторяться, поэтому запоминаем первые рядочки, потом идет повтор. Вот. 5 столбиков и 2 воздушные арочки. Первый рядочек провязали. 5 столбиков и 2 воздушные арочки. Вот сколько не считаю, у меня вот получилось одно колечко лишнее. Но, конечно, распускать я ничего не буду. Просто-напросто соединяю с 5 столбиками. Колечко лишнее, его можно всегда потом отрезать. Оно нам не будет мешаться. Идем дальше. Вот наши 5 столбиков присоединились. Теперь мы их также вяжем 1, 2, 3, 4, но с одной воздушной петелькой между. То есть продолжаем вязание тех же 5 столбиков. Между ними 1 воздушная петля. Столбики наши остаются неизменными. Пять воздушных петелечек, 5 столбиков. Смотрим по схеме. Вот они у нас. Присоединяемся опять к арочке, 4 воздушные петли и опять столбики. То есть здесь уже немножко даже и проще. Присоединяемся к воздушной арочке, которая у нас есть. 1, 2, 3, 4 провязываем. Присоединяемся ко второй, у нас их 2. И с этого места вяжем столбики. Столбик, воздушная петля. Столбик, воздушная петля. То есть второй ряд у нас еще проще, потому что мы уже все распределили наш узор. Все у нас получилось, все сложилось. Вяжем дальше. Довязываем второй ряд. 5 столбиков, между ними 1 воздушная петелька. Присоединили к воздушной арочке, связали 4 воздушные петли. Наша задача теперь присоединить наше начало вязания, столбик и воздушную цепочку. Вот она у нас. Переходим в столбик, вернее между столбиками в это пространство и вяжем пышный столбик. Пышный столбик у нас состоит из 3 столбиков. 1, 2 с общей вершины, то есть мы не довязываем. Вот так вот провязали и 2 воздушные петельки. И повторяем. Сколько у нас получится? 2 воздушные петельки между столбиками. В первом ряду, вернее в первом раппорте у нас будет 4 пышных столбика, а в последующих рядах мы будем добавлять 2 воздушные петельки, увеличивая кокетку, и у нас будет их чуть больше. 4 пышных столбика, 2 воздушные петельки. У нас тут одна арочка была, и мы в нее вяжем столбик без накида. 2 воздушные петельки и опять между столбиками вяжем пышный столбик из 3 столбиков. Вот такое вязание получится, красивое достаточно. Прошу прощения, как это смотрится на схеме? Вот смотрите. 1, 2, 3, 4 пышных столбика. Присоединяемся к центральной арочке. И опять. В следующем ряду мы вяжем просто воздушные петли, как бы наш наборный край. А потом идет повтор. Вяжем. Вот такой у нас рядочек завершающий, красивый. Это вот наш основной узор. Смотрите, мы его провязали. Всего-навсего 3 рядочка. Теперь наша задача соединить 2 воздушные петли. Наша задача провязать воздушные арочки для того, чтобы мы начинали вязание узора с самого начала. Просто в следующем ряду мы уже будем вязать больше столбиков, не 5, а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, потом 9, соответственно 11. То есть мы увеличиваем в каждом узорчике столбики, и за счет этого происходит увеличение кокетки нашей. А весь принцип узора одинаков. Теперь задача наша такая. Соединили.
между соединительным столбиком закрепились между пышными столбиками и вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, соединительный столбик, 1, 2, 3, 4, 5. Так, а наша задача провязать, получается, в вершинку даже, наверное, мы будем вязать 1, 2, 3 и между ними еще одну, да? Хорошо, так мы и сделаем. 1, 2, 3, 4, 5 в центр. 1, 2, 3, 4, 5 в центр. 1, 2, 3, 4, 5 в центр. 3 арочки должно получиться. 1, 2, 3, 4, 5. Между пышными столбиками соединили. Вот. 4 петельки — это раппорт узора следующего ряда. Да? Поэтому мы вот так и вяжем. 5 воздушных петель в саму вершинку пышного столбика. И между ними точно так же. Потом начинаем вязание точно такого же узорчика, но не с 5 столбиков, а с 7. Провязали воздушные арочки. Последнюю арочку 2 воздушные петли провяжем и столбик с накидом. То есть наша задача оказаться в центре этой арочки. Я вязала поворотными рядами, но это не играет значения. Можно и вот здесь также связать на лицевой стороне. Вот мы оказываемся в центре арочки. Вяжем 1, 2, 3, 4. Сделаем 5. Вот. И ровно по центру, вот у нас 1, 2, 3, 4, да, было пышных столбика, ровно по центру в эту арочку, в центральную, мы начинаем вязать наши столбики, наш новый узор из уже не 5 у нас будет столбиков. Так, что у меня такое никак не получается столбик, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. То есть уже не 5, а 7 столбиков. Вот такая разница будет. Присоединяемся к колечку, которое у нас прям рядышком находится. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, а не 4. То есть мы с вами увеличиваем нашу кокеточку. Нам нужно расти, нам нужно расширение. 1, 2, 3, 4, 5. Можно столбик без накида, можно соединительный столбик, как это делаю я. Вот 2 наши арочки, и мы оказываемся в центре, провязываем столбики. Вот. То есть мы полностью повторяем узор, вяжем все наши столбики, веерочки над веерочками. А там, где у нас воздушные петельки, арочки, они там и остаются. Просто-напросто наша задача увеличивать 5, как я уже проговаривала, 7, 9, 11, 13 до необходимого объема и размера. А уже потом, вот как показано на схеме, здесь рукава у нас, тут будет распределение на полочку, на спинку. Это уже потом. А сейчас наша задача провязать нашу красивую кокеточку. Она получается очень красивая. И постепенно ее увеличивать. Я провязала несколько рядочков. Точно по схеме. У меня получилось, вот в самом начале мы с вами начинали вязать с 4 пышных столбиков. Потом прибавляла 6, 8, 10 и 12. Все, соответственно, по схеме я вязала. Схема обязательно будет. Схема для чего нужна? Чтобы можно было понять, что мы делаем увеличение воздушных петелечек. И как мы провязываем. Все вязание абсолютно одинаковое, но где-то 1, 2, 3 в 4 ряду у нас уже добавляется не 5 воздушных петель, а 7. Вот они у нас идут.
7 воздушных петелек. И на схеме четко видно, вот допустим, в последнем ряду, что мы уже захватываем 3 пышных столбика, 2 и 3. Вот. И наша кокетка связана. Я провязала, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6 мотивчиков. И такая вот красота нежная у нас готова. Что мне нравится, что кокетку можно приспособить как воротничок, связать, допустим, я когда начинала вязать 3-4 раппорта и красивый ажурный воротничок. Можно, конечно, как кокетку, что мы с вами сделаем. Можно связать юбочку. То есть, как обычно, вариантов вязания много, и это всегда здорово. Кокетка готова. Уже в следующем мастер-классе предлагаю посмотреть, подписаться, чтобы не пропустить. Мы будем вязать росток, это обязательно для удобства ношения. Мы будем вязать подрезы для увеличения объема, чтобы мы могли вязать уже по кругу тела. А пока на сегодняшний день вот такая красивая ажурная кокеточка у нас готова. Огромное спасибо всем, кто досмотрел мастер-класс до конца. До новых встреч! Всех еще раз с 8 марта. И всего самого-самого доброго!